Мир всем! Вы на канале Эхо Войны, и я ее голос Ник Рай. И сегодня в рубрике «История вкратце» я расскажу вам о Вьетнамо-Китайской войне 1979 года. Начинаем! Причиной начала войны можно назвать Кампучийский вопрос. В период войны США и Вьетнама вьетнамцы активно помогали красным кхмерам. Это коммунисты Камбоджи с аграрной ориентированностью, где кхмеры – это национальность и основное население Камбоджи. С 1977 по 1978 годы красные кхмеры нападали на приграничные деревни Социалистической Республики Вьетнам и вырезали мирное население. В этот момент девизом кхмеров было «Готовы воевать с Вьетнамом хоть 700 лет». При этом важно отметить, что к этому моменту между Китаем и СССР уже был раскол, и в этих условиях Камбоджа поддерживала Китай, а Вьетнам – СССР. 25 декабря 1978 года вьетнамцы начали стремительную операцию, в ходе которой захватили Камбоджу и ее столицу Пномпень, посадив в правительстве лояльный Единый фронт национального спасения Камбоджи. Красные кхмеры бежали, а Китаю не нравилось, что на его границах появляются марионетки СССР, а также то, что китайские коммерсанты массово уходили из Вьетнама из-за аграрно-земельных реформ, что начались с момента объединения Южного и Северного Вьетнама. Перед и во время нападения КНР на Вьетнам китайской стороной использовалась многочисленная китайская диаспора во Вьетнаме. Их называли Хуа. Во Вьетнаме их было порядка 1 миллиона 200 тысяч человек. 29 сентября 1977 года Дэн Сяопинь заявил, что нужно усилить работу с китайскими диаспорами Хуа-Цао, в том числе во Вьетнаме. Общая численность Хуа-Цао в Индокитае была около 20 миллионов человек. Внешнее давление КНР на Вьетнам, а это нарушение поставок оборудования, отзыв специалистов, препятствие транзитной перевозки грузов через свою территорию и прочие, дополнялось действиями пятой колонны. Под руководством посольства КНР были созданы прокитайские организации: Союз жителей китайского происхождения, выступающих за мир, Союз прогрессивных китайцев, Единый фронт жителей китайского происхождения и другие. Члены этих организаций отказывались от службы в армии, разжигали национализм среди граждан Вьетнама, а именно китайцев, пытались создать движение за восстановление китайского гражданства и занимались иной подрывной деятельностью. Была создана шпионская сеть Хуа-Цао. Проводилась работа по дестабилизации экономической обстановки, взвинчивались цены, распространялись фальшивые деньги и антиправительственные листовки, создавались тайники с оружием. Большая активность развивалась в пограничных районах, где проживало около 160 тысяч Хуа-Цао. Органы госбезопасности Вьетнама выявили лаборатории по изготовлению фальшивых документов. В пограничной провинции Као-Банге использовали Хуа-Цао, ранее живших во Вьетнаме, а затем прошедших подготовку как диверсантов в лагерях в КНР. Фактически, перед войной в приграничных провинциях Китая находилось много тысяч Хуа. Часть Хуа, уехавших ранее в КНР, использовались на море для разведки, перевозки диверсантов, определения мест возможной высадки десанта. 17 февраля 1979 года в 4:30 китайские войска получили приказ о наступлении через китайско-вьетнамскую границу. В это же время часть самолетов ВВС были отправлены на патрулирование в Тонкинский залив для защиты китайских нефтяных платформ. Ранним утром 17 февраля, после артиллерийской подготовки, Народно-освободительная армия Китая начала вторжение в северные провинции Вьетнама, что сразу же встретило ожесточенное сопротивление пограничников и ополченцев. Вторжение происходило по нескольким направлениям. Основными были Лаокайская, Каобанская, от водопада Дэтянь и Лангшонская. В целом же, боевые действия шли почти по всей линии вьетнамо-китайской границы. За первые 3 дня войны китайцам удалось захватить провинциальный центр Лаокай и продвинуться в некоторых местах на 15 километров вглубь территории Вьетнама. Однако после этого темп наступления резко снизился. После ввода подкреплений и ценой тяжелых потерь, НАК к концу февраля захватила еще один провинциальный центр – Као-Банг. Кульминация вторжения наступила 4 марта, когда после ожесточенных боев был захвачен Лангшон, откуда китайским войскам открывалась дорога на Ханой. О степени озабоченности вьетнамцев падением Лангшона говорит тот факт, что 5 марта во Вьетнаме была объявлена всеобщая мобилизация. Но в тот же день Китай официально объявил о прекращении наступления и начале вывода войск. Несмотря на это, бои продолжались до завершения вывода китайских войск с территории Вьетнама, произошедшего, по китайским данным, 16 марта. Характерной и весьма необычной чертой китайско-вьетнамской войны стало то, что она оказалась сухопутной. Обе стороны, по неизвестным различным причинам, практически не использовали боевую авиацию и военно-морской флот.
После окончания боевых действий обе стороны заявили о своей победе, однако война показала, что армия НАК и Вьетнама слабо развиты. Низкокачественная подготовка личного состава и командиров, низкая мобильность частей и отсутствие современных средств связи не давали оперативно реагировать на обстановку и быстро развивать успех атак. Также считается, что одной из целей НАК было ослабление вьетнамских сил в Камбодже, что тоже не особо получилось, так как войска Вьетнама находились там вплоть до 1989 года. А на этом все. Пишите, на какую тему вы хотели бы следующие видео в данной рубрике. Я обязательно прочитаю ваши комментарии и отвечу. Мир вам всем, и пусть войны остаются чернилами на бумаге.